Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Расклад Таро на будущее. Новые люди в вашей судьбе, в вашей жизни, будущее взаимоотношений. Кто по судьбе, как мы обычно спрашиваем, зачем и надолго ли? И давайте мы с вами сделаем такой расклад. У меня мало очень раскладов на взаимоотношения в целом. Может быть, это как раз очень символично в эпоху нашего времени, потому что совсем скоро, в конце апреля, Уран перейдет в знак зодиака Близнецы на долгие 7 лет. Близнецы это как раз отвечают за сферу коммуникации, а сам по себе Уран это планета инноваций, каких-то революционных решений, перемен, мои дорогие. И еще я должна сказать, основной посыл – это как индивидуальность по Урану. Поэтому будут меняться и внешние события, будут меняться какие-то правила, может быть и законы. Это где-то мы будем вынуждены тоже себя как адаптировать, перестраивать, а может быть и какие-то бумаги переоформлять, и кто-то пойдет именно заниматься, как деловая сфера, да? Пусть это даже не напрямую работа, а именно бумаги или какие-то важные контакты. Я к тому, что нам неизбежно придется контактировать с новыми людьми, а может быть, для кого-то из вас это вы именно ищете новых партнеров по бизнесу или новых партнеров по взаимоотношениям, надежную дружбу. Вот, наверное, надежность приобретает особый смысл на долгий период времени. Не будет, как всегда, мои дорогие. И если мы говорим новые люди в вашей жизни, будем реалистами, это может быть даже, к примеру, я не исключаю, тот человек, который был, знаете, как в области вашего видения. Может быть, это будут, мы еще узнаем, но, возможно, это те люди, которых вы видели, встречали прежде, но не складывались вообще ни взаимоотношения, да вроде как и не надо было вот так вот. Могут быть и такие метаморфозы, поэтому давайте узнаем, какие же новые люди в вашей жизни, в вашей судьбе ожидаются. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, и здравого смысла, конечно. Наш расклад подойдет одинаково, как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Но было бы правильно сначала оттолкнуться. Вот кто сегодня пришел к нам на расклад и с кем сегодня готовы говорить карты, чью судьбу готовы приоткрыть завесы тайн. Ого, все серьезно, карта императрица. По-моему, за последние видео эта карта у нас очень часто встречается. Но и нам говорят, вот по сигнификации явно смотрят те люди, которые очень ресурсные. Те, которые умеют даже в каких-то патовых, может быть, ситуациях отстраивать свое благополучие и при этом еще о ком-то заботиться, и деньги зарабатывать, и так, чтобы дома было все в порядке. Но это те люди, мы все-таки спрашиваем о новых взаимоотношениях, те, которые как раз готовы к новым контактам. Императрица, а это, конечно, дипломатия высшей октавы, мои дорогие. Поэтому вы, может быть, вы сейчас и думаете, да пусть бы уже пришли какие-то новые люди, пусть бы пришли новые друзья. Может быть, пусть моя жизнь, если особенно для тех, кто из вас сейчас в одиночестве. Ведь карта императрица, она подразумевает самый главный смысл – надейся сам на себя. И вот такая сигнификация, вы все время надеетесь сами на себя. Может быть, так тяжковато как-то стало. Или когда вы прошли очень сложный период разочарования. У кого-то из вас, может быть, вот императрица как будто одна осталась. Мои дорогие мужчины, здесь может быть такая история, когда вы более такой, может быть, душевный человек. Отнюдь не всем, не каждому, многим, безусловно, большинству. Но не для всех важна вот эта душевность. Поговорить, да, по душам, как мы говорим. Может быть, когда вообще поделиться своими мнениями, обсудить что-то. Для кого-то это не важно. Вот, скорее всего, кто-то скажет, императрица, это уже не для мужчин. Нет, это просто в вас присутствует вот это женское начало. Вот это где-то чувствительность. Доброта, безусловно, забота. Я знаю, что среди моих дорогих мужчин есть те мужчины, которые сами воспитывают детей. Тут и мама, тут и папа, все в одном лице получается. Поэтому вот такой интересный человек, неважно кто, мужчины или женщины, да, тут уже вы готовы, принимаете
как уже бы скорее какая-то прежняя история. Вы готовы к переменам, я бы сказала. Тут не просто вы готовы впустить новых людей в свою жизнь, а именно уже хочется как бы нового общения, может быть, новой любви. Точно новой любви хочется, мои дорогие. Королева кубков выпадает. Хочется семьи, хочется взаимопонимания. И вот именно своего такого надежного человека, ведь королева кубков великий альтруист, но это для вас уже какой-то другой формат альтруизма. Это не игра в одни ворота, а это так, чтобы это был взаимный энергообмен, потому что от каких-то разочарований, а может быть, даже для кого-то, меня смотрят люди из разных стран, когда в силу причин непреодолимых событий вы остались тоже один или одна. Жизнь идет вперед, берет свое, и как будто нужно отстраивать жизнь заново. Вы буквально готовы. Я должна сказать, карта кармы выпадает. Все, что с вами произошло, а тут, правда, было какое-то расставание, у кого-то это точно, но разные причины. Но наверняка карта говорит, что, видимо, это тоже было неспроста, потому что какая-то одна история заканчивается, а по судьбе начнется совсем другая. Вы очень правильный человек. Для кого-то из вас буква закона имеет не просто абстрактный, а вполне конкретный смысл. Вы принимаете традиции, вы сами, скорее всего, где-то стараетесь действовать так, как принято в обществе. Вы не идете против вот этих регулировок, приказов. Надо сказать, законопослушный человек. Но вот именно в вашей сейчас ситуации, в вашей жизни много нерешенных вопросов. Как уравнение с 1000 неизвестных. По аркану Луна это вот как идем сейчас на ощупь. Вот вы, может быть, продолжаете что-то делать. То, что вам уже хорошо знакомо. Но вы чувствуете, ведь это карта интуиции. А ведь и правда, в моей жизни сейчас будет что-то меняться. Вполне вероятно, поэтому вы открыли это видео. А еще по аркану Луна у кого-то может быть нерешенные вопросы именно по части дома, жилья. И, может быть, семеркой Пентаклей вы многократно пытались, кстати, либо возобновить отношения, или вы долгое время ждали какого-то человека, который, судя по всему, так и не появился, или не сказал чего-то конкретного. Ух ты, хотела достать карту на «Что за человек, маг?» Вот так. Ну вот и правда. Тут сложный человек какой-то. Вообще-то у нас расклад на новых людей. Но кто знает, может быть, я теперь точно не исключаю, что это те, может быть, знакомые, или вот как я обронила, люди, которые были, ну, может быть, не совсем в фокусе вашего внимания. Ну, а окружение, ну, такое, знаете, абстрактное, без конкретики. Ну, знакомый, или знакомая, и, ну и ладно, и что с того. Но не было вот общих каких-то интересов, не было взаимосвязи, контактов, вот таких более тесных. Вот я могу даже допустить, мои дорогие, кто-то ведь за вами наблюдает. Может быть, это даже, давайте закончим. По семерке Пентаклей это может быть, как знаете, все-таки длительное ожидание. Вот у вас сейчас еще пока длительное ожидание. Ну, плюс-минус тут у каждого по длительности что-то будет свое. Но я могу предположить, были отношения, за которыми вы именно ухаживали. Может быть, и ухаживали за человеком, у кого-то так проиграется. Но это вот на сегодняшний день, это все равно уже что-то близится к финалу. Или вы сами в своей душе понимаете, нет, это уже, ну, как песня спета, или, в принципе, какая-то ситуация завершается. Куда я иду? А может быть, вот те вопросы, вот я говорила, жилищные, которые вы многократно не решали, но не получалось у вас по какой-то причине, вы могли предпринимать, но у вас это, ну, как-то не стыковывалось. И я могу предположить, что кто-то из вас даже внутренне будет готовиться к переезду. Может быть, даже банально. Ну, может быть, продать жилье в одном месте и купить что-то получше, но, может быть, в менее престижном месте. Но само качество жилья может быть другое. Вот тут есть какая-то история, которая может быть связана и с финансами, и конкретно с жильем. Но нам выпадает маг, мои дорогие. Вы знаете, может быть, в вашей жизни действительно есть тот человек, которого вы вычеркнули из жизни. Ох, как все серьезно-то у вас.
Вот уже карты наперед говорят где-то, с чем вы можете или с кем вы можете столкнуться, или где вы можете отчасти познакомиться. И давайте так, распределим более четко. Это, как я сказала, могут быть те люди, которые за вами наблюдают. Возможно, это общение прервалось по какой-то причине. Или это были, ну, просто из разряда знакомые, как мы говорим, прохожие. Но это могут быть еще и наперед новые люди, которые к вам приходят совсем как бы из другой плоскости системы иерархии. А император, вы можете действительно познакомиться с человеком или как будто вам сужден какой-то контакт с человеком, который, возможно, стоит... Вот вы ресурсный человек, а человек-то ведь тоже не лыком шит, хочется сказать, да, есть в русском языке такая поговорка. Может быть, он занимает ответственный пост, может быть, он сам тоже очень ресурсный, но это скорее будет очень сложный человек. Может быть, это и двое разных людей. Возможно, и у вас скоро окажется какой-то выбор, мои дорогие. Когда вы будете выбирать, вполне вероятно, между чьими-то чужими хитриками, и в другом человеке вас будет, наоборот, привлекать вот эта стабильность. Или, может быть, надежность. Но вот два персонажа, тем не менее, нам сразу выпадают. И если вот здесь нас устраивает больше надежность, но это всегда сложность. С императором не бывает просто. Несколько легче, ну в каком плане? Потому что он более лобильный маг, да, будем говорить. Он великий практик. Это тоже такая интересная личность, но та, которая все же остается на своей волне. И если здесь есть по императору, ну, как закон, порядок, может быть, даже догма, или какие-то четкие рамки, или вот это слово «я должен взять ответственность на себя», да? 1000 плюсов. Ну, наверное, как в каждом из нас, есть и плюсы, есть и минусы. С магами, может быть, где-то легче на подъем, интереснее, неожиданнее, мои дорогие. Вот есть этот момент. Вот очень интересно. Заговорила об Уране в Близнецах, который с конца апреля и на 7 лет. А есть у меня колоды, где именно маг, ну как бы так считается, да, в одном углу написано, точнее изображение знаков Меркурий, а в другом либо Близнецы, либо Дева. И может быть у кого-то вот конкретно так. А если по императору это Овен, мои дорогие. Ну, может быть, у кого-то, я не говорю, я не рассматриваем карты с позиции астрологии, но для кого-то это может быть такая подсказка, или это оба ресурсных человека. Это вообще у вас интересные знакомства вам предстоят. По сути дела, мы уже можем сказать, что вам суждено найти человека по судьбе. Потому что император и императрица выпадает пара. Но для кого-то это все же, хоть и расклад на новые отношения, но я не исключаю, что действительно тут какая-то ситуация, даже несколько из прошлого, но в каком-то совершенно в другом формате, о котором вы на сегодняшний день, значит, не предполагаете. Поэтому кому подходит, я уже много сказала, тут все так вот непросто, потому что, посмотрите, у вас 4 старших аркана, и уже судьбоносность момента нам карты пытаются передать. Поэтому я складываю карты. Сейчас я их так разложу в разные места, чтобы они у нас не пересеклись. А у карт только так. Они живут своей жизнью. Суждено, так оно и выпадет, хочешь ты, или нет. Вот поэтому давайте будем, особенно старшие арканы, разложить в разные позиции колоды. Перемешаем хорошенько и спросим, так кто идет по судьбе? Новые люди в вашей жизни. Какие они? Какие люди идут в вашу жизнь? Кто идет? Пятерка пентаклей. Те люди, кстати, смотрите. С 9 кубков тот человек, который сам единолично, может быть, был в какой-то сложной ситуации. Он был вынужден уходить от финансового минуса. Это может быть тот человек, который закрылся от всех. Это может быть тот человек, которого предали. Это тот человек очень сложный. Вот у вас маг и император. И подходит это и к одному, и ко второму. Когда, ну, приходилось выбираться из какой-то жизненной ямы в одиночку. И человек действительно тут сам многого добился. Возможно, ему, ну, знаете, как
практически встать с колен пришлось. Но я же говорю, живут своей жизнью. Аркан императрица. Тут те люди идут, которые очень ресурсны для кого-то из вас. Это идет тот человек, вот именно как мало что по судьбе, а может быть еще и тот человек для кого-то так. Например, мои дорогие мужчины, это та женщина, которая имеет деток. Или, может быть, мои дорогие женщины, девочки, девушки, это тот мужчина, который, скорее всего, имел, может быть, или брак, или имеет детей, или воспитывает детей. Вот я такое допускаю. Но для кого-то будет, все-таки мы все разные, правда? Это тот человек, который обеспечил себя все-таки сам, аркан императрица, который сам хороший хозяин. Вот, например, это если мы для девушек говорим, да, о мужчинах. А для вас, мои дорогие мужчины, это та женщина, которая шикарная хозяйка. Это та, которая ночь за ночью может выхаживать больного ребенка. Та, которая умеет поддерживать мужа. Та, которая умеет сама зарабатывать, та, которая создает дом, полную чашу. Мои дорогие девочки, вот здесь может быть тот мужчина, который, ну не все мужчины, для них вот важен именно быт, ну или в каком-то таком определенном четком формате. Но есть и другие мужчины, которые уделяют вниманию именно больше комфорту. Ну, кому-то не важно, к примеру, да, какие шторы на окнах висят. А есть те, которым это важно, который вот все подмечает. Скорее всего, тут будет мужчина-педант, мои дорогие, для вас. И это тоже где-то символично. Как и для мага, так и для императора, мои дорогие. Здесь, правда, по судьбе прямо какой-то вот первый человек. Тот человек, который готов учиться. Тот человек, который, знаете, любопытный и легок на подъем. Это точно. Но тут прям такой символ, как про мага идет. Вот правда. Мои дорогие, это те люди, которые, возможно, конкретно не раз меняли или много каких-то курсов имели, или, может быть, меняли работу, или, знаете, как искали себя. И я допускаю, что по этой карте человек где-то может допускать, для него, ну, может быть, тоже, знаете, как вот эзотерика, не на последнем месте. Здесь может быть, как человек видит и реальность одновременно, и он допускает то, что неосязаемое. То, что вот сейчас мы называем интуиция или голос мудрости, но вот для человека это имеет значение. Потому что он как будто может быстро перестраиваться, мои дорогие. Перестраиваться, исходя из того, что если какая-то его уже жизнь научила, какая-то история, он увидит, что нет продолжения, он это может оставить. И где-то не переживать. Но на сегодняшний день, может быть, человек оказался тоже в достаточно сложной ситуации. Вполне вероятно. Может быть, почему не произошла еще пока встреча? Потому что у человека ряд нерешенных вопросов, которые он для себя, тут действительно тот человек, который что-то распланировал. И он себе как наметил план минимум, план максимум, факт. Как будто я сначала должен завершить или должна завершить какие-то задачи. Вот посмотрите. А потом в моей жизни будет драйв. Очень интересная личность, которая, возможно, вам и по судьбе, кто знает. Окей. Давайте еще спросим, новые люди в вашей жизни. Это вот такая характеристика. Будьте внимательны. Вы, кстати, можете с этим человеком действительно, ну, где-то либо видеться, потому что аркан умеренности, но вы не придавали значения этому человеку. Я могу предположить, что, ну, человек, если мы говорим, наблюдает ли он за вами, ну, где-то он, вы ему интересны можете быть. Вот если это из разряда тех знакомых, которые, ну, где-то в вашей плоскости, где вы обычно находитесь. Но вот тот человек, который, он не торопится, мои дорогие, он не спешит. Он должен все просчитать. А потом он как будто будет, посмотрите, 3 подряд рыцаря. Поэтому даже если мы по тем взаимоотношениям, которых, ну, на сегодняшний день нет, и вы даже можете не предполагать, а кто это. Это может быть человек, с которым вы когда-то, может быть, какое-то количество лет встречались, или виделись, или судьба сводила. Но, тем не менее, не свела таки, да, или вообще это разные, полярные, вы так могли думать, да, мы разные люди, это какие тут могут быть интересы. И тем не менее,
Тут человек как будто разбирается, он вас точно знает, разбирается со своими делами, а дальше у нас 3 рыцаря. Рыцари – это активность. Сначала у нас рыцарь Пентаклей, и это такой самый медленный, это какие-то аккуратные, очень осторожные, как в разведку, шаги. Как вот, что с вами, может быть, заговорить, а вас вполне вероятно, вас ведет судьба в решении каких-то бюрократических вопросов, денежных вопросов. Вы можете встретиться в банке или просто в какой-то поездке. Имеется в виду недалеко, может быть, даже у кого-то транспорт, или идя по городу, или ну, где-то там вот вы находитесь. И далее это будет развиваться уже ближе как-то с чувствами, а потом я могу предположить, взаимоотношения как получат новый импульс, и что-то пойдет значительно быстрее, ведь это карта скорости, неожиданности. Для вас будет неожиданно предложение, или, может быть, это неожиданное предложение, давай встретимся, да, сходим в кафе, посидим, поговорим, или вместе прогуляемся. Ну ладно, новые люди в вашей жизни и будущее ваших взаимоотношений. Другой человек, да, мы смотрим. 5 мечей. Но тот человек... Я должна сказать 2 пятерки, да? И если первый человек у нас опыт проходил, вот все то, что я сказала, по части абсолютно, но не был понят, или прожил какую-то историю разочарований, когда его предали, то второй человек, он немножко другой. Тут, скорее всего, тот человек, который, я допускаю, он готов и умеет спорить. Он тот, который больше предпочитает какую-то свою правду. А если не по его, он может развернуться и пойти в другую сторону. Что же за новые люди в вашей жизни? Тем не менее, посмотрите, человек ищет любви. Человек ищет добрую хозяйку, мои дорогие. Вот, кстати, энергетика, как у императрицы. Ну так, трохи рангом пониже, но все равно будем говорить. Ведь королева Пентакли – это та, которая умеет создать уют. Это та, которая тоже умеет, знаете, в ментальности себе задумать какую-то идею, а потом реализовать ее в жизни. Единственная карта в колоде. Просто, мужчина, перекладывайте тут на себя. Я уже не буду подробно останавливаться. Для вас, мои дорогие девочки, это тут действительно тот мужчина, которому вот нужна вот эта добрая хозяйка. И может быть какой-то период, если мы говорим с учетом 5 мечей, я могу допустить, прежние отношения у человека строились именно с той позиции, что предыдущий партнер был какой-то сложный, или приходилось под партнера, может быть, и подстраиваться. А нам говорят, человек не готов, может быть, тоже надоело, или сейчас для него самого, или самой, сейчас какие-то свои приоритеты. И быть таким средним арифметическим точно человек не готов. Вот характеристика человека. Здесь человек ищет и любовь, и одновременно того человека, который готов подстраиваться, готов адаптироваться, мои дорогие. Да, потому что, может быть, для кого-то из вас будет даже такая ситуация, когда ищет не просто человека как любовь, да, или надежного партнера. Тут явно надежное партнерство. Но нам уже сказали, человек несколько сложноват. Может быть, для него имеет значение, когда вот его ближайший родной человек, с кем бы он хотел построить взаимоотношения, тоже умеет как будто бы уходить от каких-то проблем. Кстати, могу где-то предположить. Человек может думать так, что даже с желанием построить семью, но так, чтобы у вас не было детей. Я такого не исключаю. То есть как бы без проблем точно. Вот и такие люди будут, которые будут именно не хотеть ваших проблем. Потому что его собственное, ну вот такой характер, мои дорогие. И он скорее будет готов уйти или расторгнуть отношения именно потому, что его чужие проблемы не волнуют. Ну что выпало, то выпало. Отшельник. Это будет тот сложный человек, это что-то, если не по его, ну так и все. До свидания. Что за новые люди еще? Да. Тут именно какой-то человек может войти на время, а словно потом он пойдет искать собственное солнце, мои дорогие. Вот в сочетании с 10 мечей, и вот мы, те вопросы, которые сегодня задаем, вторая позиция карты эгоиста.
по сути дела. Здесь будет солнце, это ведь символ нашего эго, олицетворять именно эгоизм, который на своей волне или будет так, как я хочу, или вообще не будет никак. Ну, давайте достанем еще третья позиция. Новые люди в вашей жизни. И интересно, правда? Так что же за человек идет в вашу жизнь? Справедливость. Очень сознательный человек, для кого, ну, как и для вас, буква закона – это табу. Тот, который собирается сразу построить семью. Это тот человек, который намеревается и детей иметь, и когда все как воедино, для кого важны и дети, важны и родственники. Тут вот какие-то правила менталитета, может быть и традиции, у кого-то вероисповедание, мои дорогие. Оно все должно быть гармонично, все должно соответствовать. Возможно, хотя нам карты об этом не говорят, но может быть, он ищет тоже ресурсного человека, который, ну, где-то не придет на все готовое. Да, ресурсный человек нужен. Тут сам человек более чем ресурсен. Здесь практически победитель, мои дорогие. Выпадает карта победителя, поэтому здесь может быть для кого-то из вас страстная любовь, мои дорогие, которая может закончиться семейными взаимоотношениями. Сам по себе человек победитель, точно. Он ищет, ну, вы знаете, вот он ищет именно, готов дарить любовь, принимать любовь, готов участвовать в жизни вашей, так и все, что для вас дорого. Это тот, который готов сопровождать, а не быть на один какой-то короткий момент. Это тот, вот, потому что еще и традиции, вероисповедание, все-таки это не на последнем месте, тут у каждого будет явно что-то свое. Ну, давайте спросим, хорошо, а что это за новый человек, пусть нам еще скажут. Но по рыцарю мечей это тот человек, который, тем не менее, посмотрите, рыцарь мечей, 8 кубков. Сложность характера все-таки есть. Потому что, ну, наверное, с этим человеком придется правильную, знаете, как, ну, взаимоотношения выстраивать. Или правильную дистанцию держать. Возможно, с ним быть аккуратным. Здесь может быть человек обидчивый, мои дорогие. Третья позиция. Прекрасный человек, да, но вот есть такая поговорка, даже не поговорка, но как фраза. Со сложными людьми всегда сложно. А не со сложными неинтересно. Вот так вот у вас, похоже, какой-то такой расклад. Кто смотрит до сей поры, досмотрел это видео, вот такие новые люди идут. Вот очень интересно, мои дорогие. Но даже обидчивость, может быть, и есть, присутствует. Мы ведь все разные. И не от того, как мы кому-то там будем что-то доказывать, а от того, как мы сумеем именно договориться, смотреть в одном направлении, зависит будущее взаимоотношений. Ну, давайте мы спросим, зачем? Вот мы 3 позиции, да? Зачем первая позиция, зачем человек в вашей жизни? Зачем? Для кого-то из вас это, знаете, тот опыт, который вас ведет к успеху. Именно карта заслуженного успеха. Вы с этим человеком можете много путешествовать. С этим человеком вы можете сами совершить переезд. С этим человеком вы можете отправиться, может быть, на другой континент. С этим человеком вам будет легко, именно вот как на подъем. Человек тот, который любит и, может быть, мечтает путешествовать, может быть, вообще какое-то кругосветное путешествие. Может быть, человек будет точно так же мечтать создать с вами какой-то проект, а может быть и вы. Тут могут быть именно общие интересы, когда, ну, вы как будто будете вместе на одной волне, это правда. И вам именно за счет этого, да, и будет тоже страстная любовь. Здесь, знаете, тот человек, который все же не будет на вас давить своим авторитетом, это факт. Но и он будет за вами пристально наблюдать. Как будто будет себе задавать вопрос, вот от этого вы никуда не денетесь, а правильно ли я сделал или сделала свой выбор. Так вот, зачем же он вам еще? Для того, чтобы вы научились отдыхать. Для того, чтобы вы научились себя не загонять. Вот этот человек, мы же говорили, да, он всего достиг сам, добился. И, может быть, уже определенная усталость у человека тоже где-то есть, присутствует. И человек понимает, что, да, можно выложиться наизнанку, не всегда отнюдь решить вопрос.
Здесь какие-то другие методы порой нужно применять. А может быть, нужно отдыхать. Для кого-то из вас это может быть человек, который старше вас даже. Может быть, за счет возраста, мои дорогие, ему будет, ну, более необходимо, давайте так, возьмем немножко физиологию, вот именно отдых или какой-то свой распорядок жизни. Может быть, он и не старше. Тогда примите к сведению, что человек, в принципе, живет по своим правилам, ну, как график жизни. Он может даже быть педантом в том плане, что он расписывает этот график. Вот сейчас я отдыхаю, а вот потом я работаю. Ну, а зачем вам этот человек? Вот именно этот человек, он вам помогает выйти из каких-то собственных предубеждений. Сбросить с себя как какие-то путы предыдущих, может быть, взаимоотношений. Или когда вы, кстати, понизили планку, именно собственную, да, или когда вы начали какое-то самокопание в самом себе. Это тот человек, который учит вас уважать себя. И причем это делает, это не нарочно, это не то, что воспитатель. Он всем своим поведением, это просто такой человек. Вот интересно, давайте второй человек, зачем он вам? Карта обмана, карта хитрости. Иногда по этой карте забрать свое. Еще одна семерка, карта иллюзий. Можно четко сказать, для чего. Чтобы научиться отделять зерна от плевел. Чтобы научиться отделять правду от лжи. Чтобы научиться разделять реальность от иллюзий. Не заблуждаться. Для чего еще? Для опыта, мои дорогие, увы, но не для счастья. Тройка мечей – это то, когда мы должны пройти какой-то сложный путь, чтобы мы стали сильнее. Да, это карта здорового равнодушия. Но пока мы до этого равнодушия доходим, ведь очень болит сердце, болит душа. Мы чувствуем себя, что действительно нас как будто предали. Вот есть в колоде Чиро Маркетти Таро снов. Ну, вот такое описание по пятерке мечей. Жесткий, холодный, жестокий человек. Именно пятерка мечей. Пусть у нас другая колода, но вот теперь, да, мы говорим. То есть эти отношения, они не будут длиться долго. Это не тот человек, на которого можно надеяться, рассчитывать. Он свой интерес будет преследовать. Давайте третья персона. Зачем? Зачем в вашей жизни? А вот вас как будто вытянуть как из небытия. Для вас, может быть, даже заставить поверить в то, что любовь существует, что семейные отношения – это великая ценность, и что чувство, искреннее чувство, это большое значение имеет. Тот, который учит верить именно вот опять же где-то в себя, тоже где-то перекликается, но не просто вера в себя, а тот, который учит добиваться той поставленной задачи и как будто идти вперед. Тот, который тоже ему будет интересно, возможно, путешествие. Тот, который, кстати, зачем он вам? Возможно, для кого-то проиграется так. Вот, если у вас есть дети, то с учетом пажа ему будут интересны ваши дети. Но вот есть такая фраза: если мужчина любит женщину, он любит и ее детей. Поэтому, наверное, не случайно тут вот со всем этим сочетанием человек, все-таки солнце, да, карта эгоиста выпадает, и дальше вот пошли вот эти хитрики какие-то. Вот понимаете, готовность идти, вот знаете, как перевернуть страницу жизни, поверить, может быть, написать совершенно новую пьесу и быть именно режиссером, художником, творцом собственной жизни, как будто заново. А может быть, для кого-то из вас это будет еще и означать переезд. Потому что иногда по нулевому аркану это вообще какая-то другая страна. Да, другой менталитет, другая плоскость. Может быть, и придется где-то вам адаптироваться. Очень интересно. Ну, давайте мы узнаем, а надолго ли? Ну уж насколько совпадет, я не знаю. Любой расклад – это один из тысячи вариантов. Итак, первый человек. Надолго ли этот человек в вашей жизни? Надолго ли? Не отвечают, для кого-то надолго. Это колесо фортуны.
Но, может быть, это история отношений с тем человеком, которого вы уже знали, правда. Потому что как фортуна возвращает что-то, но в совершенно новом ключе. Второй человек. Надолго ли, да, тут хочется сказать, да лучше не надолго, тут уж сам вроде как бы побежал, но ситуация бывает разная. Надолго ли? А вот смотрите, император. Я бы сказала, вторая ситуация, второй человек. Будет очень важно, знаете как, не застрять в этих отношениях, подписывая документы. Не оформить, может быть, жилье, к примеру, да? Или не начать делиться. А здесь может быть такое. Здесь есть все-таки риск с учетом карты император. Карта закона, карта порядка. То есть вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда вам придется отстаивать свои права. Надолго ли? Ну, наверное, все-таки не очень надолго. Это точно. Но, тем не менее, вот, наверное, вторая позиция. Будьте внимательны. Потому что здесь можно такую ошибку совершить, когда если вы вот действительно по доброте душевной, может быть, по наивности, а может быть, из благородных побуждений, оформляете что-то на этого человека, то назад дороги нет. Надолго ли? Третий человек, да. Причем так однозначно, да. Вот, кстати, и первая, и третья позиция как-то у нас вот так совпала. Посмотрите, 2 десятки. Если мы говорили, карта семьи, да. Но это человек, вот, который хочет создать именно эту семью, и он готов взять эту ответственность и на себя. Поэтому и для него человек, другой, которого он ищет, он тоже должен этого желать всем сердцем и обладать такой же мерой ответственности, участия, а не игра тоже в одни ворота. И заканчивается десяткой кубков. Это, знаете, по максимуму. И дом полная чаша, и изобилие, и процветание. И когда, ну вот вся семья в сборе. Это те, которые друг друга понимают, это те, которые верны друг другу. Ну, вообще волшебные отношения по третьей позиции. Хотя для кого-то из вас и первая позиция, я бы сказала, тоже очень и очень интересна. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я надеюсь, что наш расклад вам был чем-то полезен. Спасибо, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные искренние комментарии. Благодарю за то, что вы читаете мои публикации. Переходите в описание под видео, там и ссылки на мой сайт, и статьи. Есть у меня на сайте и гороскопы, и статьи по психологии. Каждый, я думаю, там что-то интересное найдет. А также ссылка на телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь, буду вам искренне рада. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.